Всем привет! И это видео о стираемости, клиновидных дефектах и сколах зубов. Тема очень актуальная, к тому же, к сожалению, большинство пациентов не могут получить от своих лечащих врачей информацию в достаточном объеме. Это видео исправит эту досадную ситуацию. Очень часто терапевты, увидев стираемость зубов или сколы эмали, отправляют пациента к ортодонту, аргументируя это тем, что всему виной неправильный прикус и, соответственно, могут помочь брекеты. В этом видео мы разберем 4 основные причины стираемости зубов и, соответственно, разберемся, в каких случаях помогут брекеты, а в каких нам потребуются иные вещи. Мы объединили клиновидные дефекты, стираемость зубов и сколы эмали в одно видео, так как, несмотря на то, что это разные проблемы, причины у них зачастую одни и те же. Кроме того, они нередко проявляются сразу все вместе. Итак, какие же причины могут приводить к данным патологиям? Причина номер 1. Перегрузка зубов в результате неправильного прикуса. Соответственно, это проблема чисто ортодонтическая. Наши зубы устроены таким образом, что смыкаться они должны как бы в шахматном порядке в боковых отделах, абсолютно одинаково слева и справа. Таким образом, при жевании нагрузка на зубы распределяется абсолютно равномерно и, соответственно, зубы фактически не стираются. Если же эти условия не выполняются, например, часть зубов не смыкается, то остальные зубы несут избыточную нагрузку. Соответственно, страдают и стираются гораздо раньше своего срока. Далее, кроме того, у нас есть такие понятия, как клыковое и резцовое ведение. Это то, как, соответственно, клыки и резцы смыкаются друг с другом, взаимодействуют при боковых движениях нижней челюсти и движениях нижней челюсти вперед-назад, например. Это очень важно, во-первых, для правильного функционирования височно-нижнечелюстного сустава, а во-вторых, для долгосрочной сохранности зубов. Если прикус неправильный, а клыки и резцы располагаются не так, как надо, все это приводит к преждевременному стиранию конкретных зубов или сколам эмали. Очень распространенный пример – это преждевременное разрушение нижних резцов при дистальной окклюзии, о которой мы говорим вот в этом видео. Кроме того, очень важно, чтобы на каждый зуб приходилась жевательная нагрузка вдоль его длинной оси. Если же нагрузка не осевая, то развиваются компоненты силы, такие вывихивающие, которые действуют на зуб не физиологично, и, соответственно, в этом случае зуб страдают все окружающие ткани, кость, связки, может в среднесрочной и долгосрочной перспективе формироваться подвижность данных зубов и, соответственно, их преждевременная потеря. Конечно же, все подобные проблемы решаются с помощью ортодонтического лечения и грамотного ортодонта. О том, как же его выбрать, мы записали отдельное видео. И причина номер 2 – это потеря большого количества зубов. В первую очередь речь идет о жевательных зубах. В данном случае следствие данной проблемы все будут точно такие же, как и в первой ситуации, просто причина будет не в неправильном прикусе и положении зубов, а в том, что часть зубов у нас потеряна. Например, нередко бывает, что шестые зубы, которые прорезываются из постоянных, самые первые, не получают должного ухода и лечения, и, соответственно, у многих людей теряются гораздо раньше своего срока. В этом случае, если мы теряем, например, 2 зуба, сразу 4 зуба, включая противоположные зубы, то есть антагонисты, выходят из прикуса. Казалось бы, из 28 зубов потерять 4 не так уж и много, но нужно помнить, что шестерки и семерки – это самые массивные зубы и наиболее мощные, и они принимают на себя основную часть нагрузки. Здесь мы не будем вдаваться в подробности, я скажу вам лишь, что если у нас теряются все боковые моляры, то есть крупные зубы, 6 и 7, для этого не нужно терять 8 зубов, как я уже сказал, достаточно потерять 4-5. И, соответственно, остаются у нас в строю 20 зубов передних, то в таких ситуациях очень быстро в результате перегрузки и остальные зубы начинают уходить. И уже на горизонте где-то 5 лет может речь дойти до субтотального протезирования съемного с помощью протезов или несъемного на имплантах, что, конечно же, не является позитивным сценарием, я думаю, ни для кого. Поэтому в данных случаях я рекомендую как можно раньше заниматься протезированием зубов. Если вы в первый год-два поставите имплант или в крайнем случае мостовидный протез, зубы не успеют наклониться в сторону потерянного и, соответственно, не понадобится никакой ортодонтической подготовки для протезирования. Причина номер 3 – это перегрузка зубов в результате гиперфункции или парафункции жевательных мышц. Об этом мы сняли отдельное видео
про бруксизм. Обязательно ставьте на паузу это видео и смотрите, если еще не видели. Скажу вкратце, что бруксизм – это состояние, при котором жевательные мышцы у нас активируются не тогда, когда нужно, то есть не во время жевания, например, во время сна. В этом случае зубы, естественно, у нас испытывают избыточную нагрузку и, соответственно, стираются гораздо раньше срока. Проблема бруксизма в основном лежит в психосоматической плоскости, соответственно, и решать ее нужно там же. Мы, в свою очередь, можем сделать только капу против бруксизма, которая будет не давать стираться зубам ночью до тех пор, пока вы ее носите. Кроме того, в этой группе причин есть еще гиперфункция мышц. Это те состояния, группа состояний, при которых у нас чересчур развиты, чересчур массивные и активные жевательные мышцы. В этом случае бруксизма как такового нет, просто мышцы развивают гораздо большую нагрузку, чем это необходимо, что приводит, естественно, к преждевременной потере зубов. Например, кленчинг – одно из характерных состояний, наверное, самое сильное из подобных. Что касается решения проблем, то в данном случае нередко приходится применять внутримышечные инъекции ботулотоксина для того, чтобы блокировать проведение нервных импульсов и, соответственно, отключить часть мышц и привести их совокупное усилие к некоторой норме. Помимо прочего, встречается еще односторонняя гипертрофия мышц, которая приводит к асимметрии лица, и также односторонняя стираемость, клиновидные дефекты и так далее. Причина этому зачастую это жевание на одной стороне в течение многих лет. Привычка, казалось бы, безобидная, формируется нередко в результате потери зубов или стираемости, или неудачных реставраций, причин много может быть. И, что самое неприятное, остается уже после того, как причина устранена. Соответственно, в этом случае всю нагрузку несут зубы на одной стороне, и также у нас качается все время одна мышца с одной стороны, что приводит к такой асимметрии. В этом случае проблема решается устранением этой привычки под воздействием мозга. Соответственно, все время нужно контролировать, на каких сторонах вы живете. А если первая причина одностороннего жевания еще не устранена, то ее, конечно же, необходимо устранить. Причина номер 4 – это общесоматические причины стираемости зубов. Здесь мы говорим исключительно о стираемости, потому что у клиновидных дефектов и сколов обычно причины входят в первые 3 группы зубов. Мы говорим об этом, потому что существуют пациенты с правильным прикусом, с полным комплектом зубов и отсутствием в анамнезе гиперфункции или парафункции мышц. И тем не менее, в таких ситуациях иногда зубы стираются и довольно сильно. В этих случаях причин может быть несколько, и часть из них локализуется во внешней среде, то есть, например, качество воды, избыток или недостаток фтора в ней и других компонентов, качество гигиены и так далее. Но чаще всего подобные причины локализуются именно в общесоматических вопросах. Это может быть сбой гормонального фона, например, половых гормонов или иных. И также может быть нарушение структуры соединительной ткани. Это могут быть и генетические вопросы, и нет, но тем не менее результат всегда один и тот же. В данном случае стоматологи, к сожалению, могут проводить только симптоматическое лечение, то есть только восстанавливать форму зубов с помощью реставрации тех или иных. Пациент должен разбираться со своими общесоматическими проблемами с помощью профильных специалистов. В данных случаях мы обычно направляем пациента к эндокринологу на расширенные анализы, но, к сожалению, далеко не всегда получается найти и устранить первопричину. Итак, что же делать со стираемостью зубов? И, как всегда, здесь все зависит от объема проблемы. Если стираемость у нас небольшая и в начальной стадии прогрессирует не быстро, то варианта 2. Мы либо можем отложить этот вопрос, то есть пока ничего не делать, либо воспользоваться терапевтическими прямыми реставрациями композитными. Вторая ситуация, когда у нас достаточно уже стертые зубы, но еще умеренно, в этом случае помогут те же самые композитные реставрации, либо накладки керамические, которые уже изготавливает ортопед. Что касается наиболее выраженных проблем, когда у нас уже очень большая стираемость почти всех зубов, то здесь, к сожалению, помогут
будут только коронки. Какие именно там металлокерамика, оксид циркона или имекс, безметалловая керамика, уже решит ортопед в каждом конкретном случае, но тем не менее без протезирования, к сожалению, здесь не обойтись. Вышеперечисленное касается боковых зубов, которые наиболее сильно страдают от стираемости. Что касается передних зубов, то на них чаще бывают сколы из-за неправильного прикуса. В этом случае после устранения проблемы, соответственно, ортодонтического лечения, возможно либо терапевтические реставрации, если позволяет клиническая ситуация, либо виниры. Опять же, обращаю ваше внимание, что думать о устранении последствий стираемости имеет смысл уже после того, как устранены причины. Потому что если их не устранить, то скалываться будут также и терапевтические реставрации, и даже глазурь с коронок. Буду очень признателен за лайки и комментарии и любую другую активность на нашем канале. Вы помогаете нам развиваться и снабжать Рунет качественной медицинской информацией. Легкого и качественного лечения вам. До встречи!